Итак, красавицы мои, будем делать вот такие ботиночки. Для этого нам понадобится клей, шнурок, я беру миллиметровый, такая вот вощенная нить миллиметровая, колодки. Они у меня, видите, я когда клеила, в общем, неправильно клеила, у меня они прилипли все. Сейчас мы с вами будем делать все правильно и комфортно, чтобы быстро было. Колодки тоже можно сделать самому. Дальше нужна вот такая штуковина, дырявить дырочки. Можно шилом, можно, продается в гамме тоже такая штуковина круглая, дырявить ей. Крем, любой крем такой жирненький. А еще вот такая штуковина нам нужна, пленка пищевая. И картон. Если нет картона, вот обыкновенного, такого 3-миллиметрового, у меня он какой от фотоальбома, то можно взять книжку. Она тоже такая же толстенькая, такая же плотненькая. И, естественно, кожа. Кожа у меня очень такая плотная, где-то 2 миллиметра. Чем толще кожа, тем они получаются мощнее и больше сапоги. Так, выкройка. И еще вот такой небольшой кусочек. Ну, обычно бязь там любого цвета, любого. Это у нас будет на подошву приклеиваться стелька. И поехали. Начнем прям с подошвы. Приклеим к ней стельку. Помните, что у нас всегда зеркалится подошва, то есть мы ее переворачиваем. У нас получается 2 подошвы. Можно их, в принципе, даже можно было не вырезать подошву, а сразу приклеить, а потом уже вырезать. Но мы еще не вырезали с вами из картона. Вот такие у нас подошвы. Ботинки на самом деле очень быстро делаются и легко. И результат классный получается. Теперь берем картон и рисуем на картоне стелечки. Одна. Поворачиваем, вторая. Этот картон очень плохо режется, потому что он очень плотный такой. Если у вас такого нет и книжки нет, то можно соединить несколько картонок. Знаете, я что делала? Вот этикетки были. Вот этикетки такие. Вот они тоже плотненькие, но их 2 раза тогда соединяем. Главное, чтобы не гнулось. Не гнулся картон. Подошва не гнулась. Так что можно все. Но из-под коробок лучше не использовать, потому что она просто гнется ужасно. Я вам сейчас показываю тот способ, которым я делаю. У меня колодки больше, чем ботинки. Поэтому, если у вас колодки правильные, то это еще проще. Не усложняет, а облегчает работу. Так, теперь берем клей. Можно другим клеем, любым, там, ПВАшкой, чем хотите. То есть вот это не важно, чем клеится. Самое главное, чтобы было приклеено. Так, можно было взять другую, чтобы непрозрачно было, буковки не просвечивали. Дальше. Видите, она у меня, в принципе, одинаковая, но тут по фактуре она слегка другая, и, по-моему, даже... Нет, они одинаковые. Дальше берем язычок. Сначала язычок вырезаем. И лучше всего его расположить на натуралке, вот чтобы кожа вот так тянулась. То есть так она не тянется, а вот так она тянется. Я еще не пробовала делать из кожзама. Попробую, вам расскажу, будет ли держать форму или нет. Вот так обвели. И здесь точно так же. Теперь вырезаем. Я, наверное, один все-таки башмак вам покажу. Но чтобы по времени не терять время, лучше делать, конечно, сразу 2, потому что пока он высохнет, пока подсохнет, вот как я сейчас делаю, я вам покажу. Вот пока я вырежу
одну детальку. И я ее сразу же сейчас буду приклеивать, потому что потом будет просто сохнуть дольше. Пока я эту не вырезаю, вторую, я первую приклею. Прям вот так клеем намазываем. Берем. И вот таким вот образом подставляем. И вот ничего я не посаживаю, просто вот так приклеиваю. Вот сюда посмотреть надо, чтобы язычок шел ровно. Вот у меня он идет неровно. Я сейчас слегка сдвину сюда. Слегка прям. И опять посмотрю. Вот теперь он вроде бы как и ровно идет. Хотя вот это надо часть вот сюда. Вот так, в общем, смотрите и определяете. Так. И пока вот эта у нас деталь будет сохнуть, мы с вами вырежем вторую такую же деталь и приклеим второй ботинок. И тогда у нас все будет отлично. Мы и времени теряем, и она высыхает быстренько. Она — это ботинка. Кто такая она? Стелька. Будем считать, что это стелька высыхает. Вот, видите, он идет прям вот ровно вверх, никуда не съехал. Все, ставим его. И еще хочу сказать, видите, у меня вышло где-то на миллиметр за борта. Мы это все отрежем. В общем, сейчас вторую сделаем, пока первая сохнет. Я вот начинала делать из толстой такой кожи. Я не представляю, как будет нелегко делаться из мягкой. Как это вообще по-другому даже выглядеть будет. Попробую. У меня все везде они такие плотные прям. Итак, берем клей. И все то же самое делаем. В общем, здесь как-то вот приходится идти в ногу со временем, потому что по одному это совсем будет долгий процесс, если одну подошву сделать, ждать, когда она высохнет. В общем, вот все делается очень комфортно. Так, вот я вставила палец неправильно, перекосилась чуть-чуть, прям вот это вот сюда, эту сюда. И смотрим, уже ровнее. И стараемся стык в стык, чтобы было. У меня опять она вылезла слегка. Но это не страшно. Отрежем. Так, я думаю, сейчас та подошва уже подсохла. Ну, чуть подольше бы ее подсушить, чтобы она у нас не разобралась, когда мы будем колодку засовывать. Вот смотрите, есть такие способы. Сейчас мы приклеиваем задник. Я его еще даже не вырезала. В общем, все приклеить, это я вам рассказываю способ. Засунуть туда колодку. И, ну, если у вас колодка по размеру, у меня, видите, она какая большая, не влазит. Поэтому я делаю по-другому слегка. Я делаю вот таким образом. Сейчас мы сначала... Ладно, пусть подсохнет, а мы пока вырежем задник. Тоже кладем. Задник уже не важно, как вырезать. Главное, чтобы он влез у нас. Влез и не вылез. Вот, кстати, тоже хорошая такая идея. Сразу задник сделать, пока сохнет вот эта вся у нас конструкция. Потому что потом мы будем давить, толкать, и она может просто у нас развалиться. Это мне тут дочь накалякала. Не успею убрать. Все уже оприходует. Все мои заколочки забрала. Все бантики. Вот всю. Какие-то коллажи делает. Все. Приклеит все. Потом выбрасываем.
Вот такой вот возраст творческий. Самое главное, мы ходим на рисование, и она там говорит преподавателю: а у меня ничего нету, я вообще, мне мама ничего не покупает, ни красок, ни бумаг, никаких клеев, вообще ничего нету. Вот это преподаватель мне рассказывает. Бедный несчастный ребенок. Так, и сейчас мы еще дырочки сразу сделаем. Я прям беру вот эту штуковину, классная штуковина, она у меня с машинкой швейной сразу шла, поэтому я вам не могу сказать, где я ее купила. И делаем дырочки. Раз, два, считаем. 3, 4, 5, наверное. 5, даже 6 прямо тут будет. 6. Теперь делаем то же самое с этой стороны. Раз, два, 3, 4, 5. Что это такое? 5 уже. 6. Что-то я тут как-то замельтешила. Раз, два, да, как-то. Задумалась, наверное, о чем-то. Ладно, пусть будет так. 6 и тут 6. Лучше тогда сверху начну. Раз. И следующую тут же. Раз. С двух сторон сразу. 2. 2. 3. 4. 2. Усилия все равно прилагать надо. И 5. 5. Что-то она перестала вылазить. Надо периодически ее чистить. Эту штучку. И 6. Так. 6. Теперь берем ботинок. Какой у нас первый-то был? Первый. Неизвестно какой. Который лучше приклеился. Отстригаем вот это все, чтобы оно шло у нас прям по картону. И заодно смотрим, как он приклеился, хорошо или нет. Здесь тоже. И сейчас будет у нас такой процесс, который очень много времени потребует. Но я долго не жду, честно скажу вам. Я вытаскиваю колодку, оставляю сохнуть и иду занимаюсь своими делами. Другими уже. Другую колодку делаю. Другие ботинки делаю. Смотрите, сейчас мы берем колодки, обматываем их пленочкой вот такой. Для того, чтобы она не прилипла. У меня первые мои ботинки, они очень хорошо так прилипли, я их не могла отодрать. Так что лучше, и потом еще все это потянулось, вся эта конструкция вытянулась. В общем, получилось не очень приятно и красиво. Так что лучше сразу их уберечь, чтобы никуда ничего не прилипло. Так. Теперь еще нам нужно будет смазать клеем, кремом, для того, чтобы и к этому тоже не прилипло. Прям вот так. Раз. 2. Так, а я же вам еще не показала еще один
клей, который нам нужен. Это ПВА. Сейчас я его найду. Вот он. Вот он, ПВА. Теперь мы берем ботинку и вот сюда наливаем клея. Прям льем, не стесняемся. Вот, я налила. Берем кисточку и размазываем ее там по ботинку внутри. Подошву можно не трогать, просто вот так края. И вот здесь, где будет перегиб идти. Щиколотки. Так, теперь берем, смотрим, какой это у нас ботинок будет. Какой это ботинок. Вот так вот, да? Вот так или так. Вот так. Вот и тут смотрим, какой у нас тут. Вот так. Теперь берем тот, который наш. Это у нас получается правый. И заталкиваем в ботинок. Вот тут держим. И вот так заталкиваем. Вот тут тоже можно держать, потому что если не приклеилось, то оно начнет все отваливаться, отлипать. И вот так толкаем ботинок, чтобы у нас вот здесь образовался такой холмик. Образовался, ну, в общем, красота образовалась. Вот такая, надулся ботинок. Ух ты, тут у меня вон что даже получилось. Слишком сильно срезала. Да, лучше срезать потом, когда уже все прилипнет. Так, вот такой ботинок у нас. Тут отклеилось у меня. Вот, понятненько, да, что надо побольше времени, чтобы они вот тут везде схватились и не отваливались. Так, ну и все. Вот у меня, видите, какой получился. Вот тут он вылезает, потому что это другая колодка, но мне нравится вот это вот само по себе носочек, поэтому я использую ее. Если у вас колодка как раз, то вы прям берете вот это тоже, приклеиваете уже вместе с колодкой, можно приклеить, можно до того, как вы колодку вставите. В общем, вариантов очень много. Вот так приклеиваете. И я вот этого не делаю. Но вы можете сделать, если у вас короткие там ботинки, еще какая-то форма должна быть. Шнурками прям, шнурочками так чух-чух-чух-чух-чух-чух закрепить. И вот эта конструкция вся стоит, сохнет. У меня эта конструкция стоит прям так, сохнет. То есть ботинок, он, видите, он иногда выезжает, но сейчас он, когда схватится, он выезжать не будет. Он так и закрепится. Вот, вот здесь мы тоже вот так делаем, чтобы форма была. Ставим его, берем следующий и также делаем. И вот эта вся конструкция, она у нас сохнет. Сейчас покажу. Не покажу, как сохнет, а покажу, что я дальше делаю. Я, в общем, ну, полчаса у меня проходит, и я вынимаю. То есть, если бы у меня было зашнуровано, я, естественно, бы это все не трогала. Оно бы стояло и сохло бы спокойненько. Но я такой человек, что мне ждать очень-очень, ну, не терпится мне сделать эти ботинки. И, в принципе, они уже практически, хоть и кожа толстая, она прям, знаете, быстро так схватывается и становится очень такой плотненькой. Через полчаса. Не сразу, конечно, а вот через полчаса. Хотя, если сейчас вытащить, она тоже будет уже. Форму эту никуда не денет. Так. Вот так у нас образовался мысок такой, носок. Мы это все дело ставим. В общем, очень легко потом вот так вытащить. Вот так вот. Не буду сейчас вытаскивать. Но там пока схватывается. Вытащить. И заниматься уже следующими ботинками. Потому что у меня колодки одни. И я не могу ждать 6 часов, пока они высохнут и схватятся. Так, дальше. И теперь они слегка подсохли. Не до конца высохли. Я вынимаю тихонечко вот таким образом. И вот тут у меня еще мокроватая. И я могу делать следующие ботинки уже. Второй точно так же. Прям вот так тихонечко. Раз. И они не прилипли. Все отлично получилось. И вот они у меня высохли.
Вот они очень такие плотные, никуда ничего. Видите, там вот как. Дальше берем, намазываем. Намазываем клеем и приклеиваем. Теперь тут тоже нужно смотреть, чтобы никуда ничего не перекосило. Вот так приклеили, пошли смотреть. Перевернули, перекосило. Опять вот так сдвигаемся сюда, это сюда. И снова смотрим. Так вот, чтобы было ровно. Вроде бы ровно. Все, теперь это все опять сохнет. И потом мы приклеиваем подошву. Пока вот это будет высыхать. Второй сделаем. В общем, процесс прям мне нравится. Процесс такой, знаете, сидишь. Вот вязать я не люблю. Хотя, если надо, свяжу что-нибудь. А вот здесь вот сидишь и клеишь. И лепишь. Лепишь и сидишь. Так, что-то не так. Вот сюда подтянуть надо, отсюда убрать чуть-чуть. В общем, уже смотрите сами, да, как оно идет. Так. И вот так. Все равно. Сюда побольше надо. Почти что. Нет, не почти что. Еще разок смажем. Никак не попаду. Кручу его, поэтому так долго. Так. То ли вырезала криво, или что. Это где у меня 6 и 6. Все правильно вроде. Сюда чуть-чуть опущу. По-моему, длиннее один конец у меня получился. Так, вот так оставляем. Теперь берем подошву. Подошву я делаю. Вот на этих вот я сделала... Нет, не на этих. А на каких? Сейчас покажу. Вот. Вот это вообще у меня толстая кожа. И я здесь сделала из фоамирана. Еще видите, вот 2 слоя. Нет, это не фоамиран, это фетр. Вот это я сделала из фетра. Но они прям большие такие, потому что кожа очень толстая. Здесь мы будем делать просто из кожи. Прям возьмем кожу, любой цвет, можно даже такую, которую уже не используете, которая только на кожу, в принципе, будет использоваться. Вот такая у меня есть. Нет, тоже хорошая. Вот такая. Вот. Серенькая. Я из нее все равно не буду ничего делать. Так что мы сейчас ее в кожу отправим. То есть в подошву отправим. Для этого берем и лучше всего, конечно, отрезать кусочек. Но сейчас я отрежу его. Сейчас приклею, потом отрежу. Так, мы его приклеиваем. Пальчик туда вставляем и прям по подошве. Так. Да, еще может отклеиваться, потому что плохо прилипла. Не успела прилипнуть. Я ее сейчас вот так, чтобы мне ее потом не кантовать.
Вот так оставляем сохнуть. Так. Дальше сразу тоже отрежем. Тут вот где-нибудь. Да, не экономлю. Ну, не страшно. И сюда прилепили. Хорошенечко вот так прилепили. Потом весь клей уберем, если где-то что-то вылезло. Так, дальше. Дальше. Пока она прилипает, можно зашнуровать. Но я шнурую обычно сразу на кукле, потому что на кукле как-то сразу одел, не снимаешь уже. Ну, в общем, двумя иголками я шнурую. Одну сюда завожу. Так вот. Аккуратненько, только чтобы оно не отклеилось, потому что еще очень-очень слабенько приклеено. Так, а второй вот сюда. И вот таким вот образом шнуруем. Можно сюда даже желтенькие взять шнурочки. В общем, это уже смотрите по фасону куклы, какой у нее там наряд. Теперь эту сюда иголку ведем, а эту вот сюда ведем. Если так неудобно или нет двух иголок, то делаем одной иголкой, потом перекидываем на другую иголку. То есть, если нету иголки второй, то тут мы уже идем вот сюда, а тут идем через одну дырочку вот сюда. Но мне, чтобы идти ровненько, я беру 2 иголочки. Тут они, главное, чтобы не перекрутились. Вот, и сейчас мы не затягиваем, чтобы можно было ногу куклы вставить. Все равно сюда не вставишь ногу, потому что шнурки будут мешать. Поэтому я вам показываю, а потом буду их разтягивать, расслаблять, в общем. Вот такая вот конструкция получается. Ну, мне не нравится с такими шнурками, они слишком коричневые, слишком все темное такое. В общем, вы поняли, да? Так, пусть стоит, сохнет. Дальше берем вот такую же кожу, какая у нас тут была. Вот она у меня. Или это не она? И вырезаем из нее. Вырезаем из нее такой 2-миллиметровый хантик. Прям берем линеечку и прикладываем ее. И отмечаем 2 миллиметра, чтобы везде было 2 миллиметра. Никуда не ушло. Что-то мне так вот плохо видно. Сейчас, если голову туда отправлю, то вам будет не видно. Так. Главное, чтобы он был ровненький. Здесь мы так отрежем. И поехали отрезать. Подошву пока мы не трогаем. Она у нас такая стоит. Ничего пока не режем. С подошвой я имею в виду. Да. Вырезать. У меня кожа толстая, поэтому вырезать не очень-то удобно. Теперь, ну-ка смотрим. Если не ровный, то подтягиваем его, чтобы он стал ровненьким. Теперь берем. Где у нас тут? А как тут увидишь, где у нас тут? Где у нас тут? Левый, правый ботинок. Где у нас? Где? Так.
А это вот так, похоже на это, да? В общем, начинаем с внутренней стороны. Берем клей. Ровненький кончик, чтобы был. И начинаем. Там видно вам? Видно. И начинаем клеем смазывать. Так. Лучше сразу все смазать, чтобы потом, потому что будет неудобно просто. Так. Берем внутреннюю часть и туда его вот таким, вот таким вот образом приклеиваем прямо вот сюда к ботинку. Плоско, прям плоской подошвой, что стороной вернее. И вот так мы ее огибаем. Огибаем и приклеиваем. Знаете, еще есть такая подошва, я ее сейчас заказала, которая тоже приклеивается сюда ромбиками, она такая идет. Вы ее приклеиваете на подошву, а сюда вот такую полосочку клеить. Вы, наверное, видели, ромбики так стоят. И получается красота. Как будто бы подошва такая. Лишнее срезаем. Если клей закончился, доклеиваем. Тут он, по-моему, как раз и закончился. Так. Единственный минус — это я вся в клею. Так, стык в стык их делаем, чтобы не было никаких зазоров. Товарищи ножницы мешаются. Так. Прям пальчиками никак. Упс. Подержим чуть-чуть. Когда высохнет клей, все это уберем. Так, ну и вот такой у нас получился результат. Клей очень хорошо с кожи убирается. Если замша, то вы аккуратнее, прям аккуратнее, потому что на замше он остается и впитывается туда. Лучше начинайте пробовать с кожи. Ну, это очень легкий способ, когда у вас ботиночек сразу имеет такой носок. Классный. Вот так. И теперь, как только он высыхает, мы начинаем его отрезать. Отрезаем мы. Вот у меня получается очень такой, ну, небольшая подошва получается, да? Не толстая, я имею в виду. Режем мы. Ножницы ставим не так, а вот именно вот так. То есть перпендикулярно вот этой полосочке, которая у нас есть, чтобы мы подошву скос не сделали у нее, особенно если у вас толстая подошва, толстая там кожа или подошва. Вот режем прям, ножницы держим прямо. Хопс. Если будет криво, то у вас вот так пойдет скос подошвы и будет провал там. То есть вы его даже не увидите, эту подошву. Вот, сейчас все подсохнет. Если где-то что-то, берем пилочку и начинаем так попиливать.
я беру свою вот такую пилочку, она у меня стеклянная, но мне хватает. И прям вот эти вот махрушечки убираем. Это кожаная кожа, то есть подошва. А есть еще картонная бывает. То есть вы можете прослойки ставить разные, разнообразные. Вот какую вам хочется видеть подошву, то туда и вставляйте. Может она быть сэндвичем. Вот прям такая, знаете, такая платформой может быть. В общем, куча всякой разной. Сейчас столько всего продается, можно прям наделать. Я вот использую, видите, подручные средства пока что. Надо заказать все, использовать другое уже, чтобы ботинки были такие более красивые. Так, ну и теперь сюда можно уже вставлять шнурки. Все-таки не нравится мне, как он выглядывает. Так. Нахрится эта кожа постоянно. Все, второй ботинок точно так же делаем. Ну, красота же, скажите же. Просто супер. Шикарный результат. Такая, смотрите, вот раз, раз, раз. Прелесть. Вот, а если подошву еще использовать, будет вообще шикарно. Все, сейчас я вставлю уже желтые шнурки. Вставлю, одену на куклу и ботинок. Давайте сейчас прям одену на куклу, если у меня она есть. О, кукла есть. Правда, платье у нее такое сюда неподходящее. К таким ботинкам. Ну, что ж поделаешь. Так. Вот сюда, кстати, желтые шнурки вообще отлично пойдут. Правда, ботинки не подходят сюда. Слишком наряд такой. Сюда, в общем, нужно коротенькое что-то. Прям вот совсем коротенькое, чтобы ногу было видно. И потом еще драповое или что-то такое. Вот, видите, тут можно ее либо вот убрать сверху, потому что у меня вот она, где коленочка. А нога провалилась туда прям. Вот этот язычок не трогать, вот это слегка срезать. Сейчас срежем, чтобы, кстати, у меня тут как раз где-то не влезло. 6. Вот так можно отрезать. Язычок останется длиннее. Вот. И будет интересненько. Ну все, мои хорошие. Успехов вам творческих.